Добрый день! Перед тяжелым выбором встала сегодняшняя героиня наша. Либо жить с нелюбимым мужчиной, но с совместными детьми, либо с любимым мужиком, но без детей. Интересно, что бы ты выбрал? Я? Хороший вопрос. Можешь не отвечать. Детей, конечно. Ты свой выбор уже сделала. Сегодня в нашей студии Дмитрий Анфимов из Москвы. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы развелись год назад, но проблемы на этом не закончились. Да, проблемы не закончились. Что происходит? С чем пришли? Пришел. Ну, больше супруга не дает нам жить спокойно. Вот я живу с детьми, да. Нам это кому? Младшему сыну и старшему, ну, в общем, тем, кто в квартире находится. А у вас сколько совместных детей? Совместных 3, но дочка уже взрослая, она с нами не живет. Угу. Я живу со старшим сыном и с младшим. Угу. Ну, как бы вам так объяснить. В общем, она нам не дает покоя. Я считаю, что во всем виноват алкоголь. Он изначально был виноват во всем, что произошло. И вот сейчас она... алкоголь ее погубил вообще, вот как мать, как женщина. И сейчас она хочет у меня отобрать младшего сына. Ага. Так, а как давно она выпивает? Ну, вот уже так часто стала выпивать. Где-то уже года 3. Вы из-за этого развелись? Я развелся не из-за этого. Я узнал, что у нее есть любовник, что она убегает не к подруге, а то, что у нее есть любовник. Угу. Она живет у него, периодически. А у вас был суд по определению места жительства детей? Нет, мы развелись по-мирному, так как дети остались дома, то есть со мной. А сейчас... То есть она ушла из вашего дома, где вы вместе жили, да. стала жить с этим, видимо, любовником со своим, тогда да? он еще был, любовник, сейчас уже мы разведены, значит, сожители, как правильно. И вы говорите, что вы разошлись по-мирному. То есть, когда она ушла из вашего дома, она была согласна с тем, что дети остаются с вами. Да, никаких претензий. Вы так договорились? Да. А что началось потом? Потом, не знаю, я считаю, что она хочет создать себе новую семью. В семье, если нет детей, то уже не полноценная семья, а у нее возраст такой уже, видно, уже рожать как сейчас поздновато. Поэтому она решила просто, чтобы ей было, наверное, не скучно в семье полноценной, она решила у меня младшего сына забрать. А как она пытается его забрать? Он мне младший сын рассказывает, говорит, мы когда гуляем, она приезжает за мной, погулять, она начинает мне такие говорить, поехали там ко мне в гости туда, он говорит, я не хочу туда, например, к чужому какому-то мужчине. Он говорит, он хороший, он добрый, тебе понравится, в общем, поехали. Или говорит, у тебя, смотри, у папы дома обои какие-то все поцарапаны, а у нас там все чистенько, все обои хорошие, в общем, так переманит. Хотя он ей тоже говорит, а при чем тут обои? Здесь, говорит, мой дом, я здесь хочу жить. Вы сказали, что ваша супруга последние пару лет начала выпивать. Когда она за ребенком приходит на прогулки на эти, она трезвая приходит? Когда она приходит сначала, она трезвая. А потом? А когда она его уже возвращает, она его еще не сразу возвращает. Я звоню, например, почему до сих пор еще дома нет, она начинает мне что-нибудь шантажировать. Тогда я вообще его могу не приводить, я имею право, я сейчас поеду туда, к нему. А во сколько вы ей, как правило, звоните с требованием вернуть ребенка? Уже не позже 9, потому что где-то так, все-таки он еще маленький. Я почему спросил, вы с нами поделились некоторыми видео, где ваша супруга, мягко говоря, не очень трезвая. Давайте посмотрим. Это моя мать. У нее есть ребенок дома, маленький. Она занимается чем хочет. Что стоишь-то? Моя дочь. Угу. А что ты видишь? Я не буду разговаривать. Видео, говори. Прекрасно. Подожди. Я не буду сейчас примаш снимать. Да. Ты жизнь матери поставила на это самое. А что ты стоишь тут, прячешься за машиной? Что ты хочешь этим добиться-то? Показать, какой у тебя папа. Да? Я не я трезвая. Концерта не будет. Кулисы закрылись. Да. Могу еще так. Сними маму вот так. Сними маму. Давай. Как ПДН обрадуется это смотреть, конечно. Да, мне тоже. То есть она может ребенка прийти и вернуть в таком состоянии, да?
Может, да. А он хочет с мамой встречаться? Вот у него есть такая тяга к маме? Там он говорит: пап, ну я соскучился, хочу с мамой. Нет, такой нет. Он первое время, когда еще вот это только все, она уходила, он там как, а что мама не приходит гулять? Или почему она его приводит домой и уходит куда-то? Ему это было непонятно. Потом потихонечку он сейчас сам все понимает. Вы нас до программы пригласили в гости, чтобы показать, как вы живете с детьми. Давайте посмотрим. Пахнет вкусно. Ну вот уже год, как бывшая супруга ушла, было просто непривычки, все на меня навалилось там. И уроки, и там и готовить, и стирать. Ну, вот первое время просто. Ну, потом потихоньку, где-то уже через месяц привыкаешь. Совсем я справляюсь. Так, правильный ответ? Да. Учительница вот классно, она хвалит, говорит, учится он хорошо. Я ему всегда помогаю. Умный мальчик, гены. Вообще у нас трехкомнатная квартира. Эта комната была наша супруга, здесь у нас стояла двухспальная кровать. А когда она ушла, и теперь Саша вот здесь вот у батареи, ему больше нравится потеплее, я вот здесь рядом. А Егор у нас в соседней комнате, у него отдельная комната своя, так мы живем. Когда бывшая супруга ушла, долгое время она не приходила, не интересовалась, что там с детьми, как, чего. А потом она начала появляться. После этого я обнаружил, что пропадают какие-то вещи. Вот вместо этой кастрюли стояла мультиварка-скороварка. Я когда пришел, ее нету. На этой полке у нас лежали все документы, там целая пачка вот этих всех оригиналов, все документы забрала. Поэтому я вот и сменил замок. Для своей же безопасности, потому что мало ли она, может, что-нибудь и подбросит. Я не знаю, я ни в чем не уверен, как она в последнее время себя вела. Жена ходит, снимает на телефон, какой-то компромат против меня это собирает. Первым делом заглядывает в холодильник, вот, смотрит, что там есть. Я говорю, а ты туда что-нибудь положил, что ты там хочешь увидеть-то? Что надо, я все купил. У меня дети не голодные. У меня всегда все есть там. Она конкретные какие-то вот места снимает, чтобы... И это видно где-то там в опеке. Нужно, да, использовать, чтобы меня сделать плохим отцом. Может даже попытаться лишить отцовства. Все, что я хочу от нее, это то, чтобы она отстала. То есть ребенок жил со мной и не встречался, и там не пересекался никак ни с какими ее там сожителями. А вы как про любовника-то узнали? Вот, ну, мне прям интересно. Но это вам что, кто-то нашептал или вы увидели? Это мне старший сын рассказал. И со стороны уже люди видели... Старший сын? Да. А как он узнал? Она его... Ну, в общем, у нас был тоже там скандал с ней. Она убегала. Ну, очередной раз заварил скандал, чтобы под этот скандал убежать из дома. Ну, с ночевкой, как обычно. И она сбегала к этому мужику. И вот она последний раз она испугалась, что Егор говорит, он как бы тебя сейчас не побил. В общем, она его взяла с собой. Я думал, ну, подруги, как обычно, там, думаю, не потащит же она к любовнику, ну, сына, ну, взрослого, который может мне это рассказать. Вот, я у него потом спросил, он сказал, ну, нет, ну, там у подружки какой-то. А когда мне уже начали со стороны говорить, там, Дим, видели его ее с каким-то мужиком, и все вот одного и того же описывают. Вот, и я уже подошел к Егору и говорю, так ты мне скажи честно, вы где были? Вот мне просто тут сейчас говорят, он говорит, мы были у него. Почему спустя все-таки 8 месяцев она решила пойти в суд и попробовать сделать так, чтобы ребенок с ней жил? Мне кажется, из-за того, что, может быть, она уже более уверена в этом сожителе, что с ним можно там и семью создать, а для этого ей Ну вот ей нужен ребенок нужен, что она родить Понятно. не может, а как быть с Проверочный период он прошел, теперь можно ребенка забирать. Ясно. Ну так это или нет, давайте у вашей бывшей спросим. Алена, идите к нам. Ну, теперь надо вашу версию послушать. Почему семья-то распалась? А почему Дима здесь врет, что он меня не избивал? Про это он молчит. Потому что последние 4 года было все очень плохо. Началось изначально, что он мне сказал, ты больше с этими подругами не будешь общаться, блокируй их. И в эту ночь он берет, разбивает компьютерный стол. Я ухожу с ребенком в другую комнату. Я успеваю Сашу укладывать спать. Этот момент видит все Егор. Это все продолжается до 3 часов ночи. Это когда было-то? Что-то вы нам с конца начали рассказывать. У вас Это же- начало.
вас нет никаких подруг, у вас есть мужик, к которому вы уходили под предлогом, что идете к подругам. Не так? Нет, не так. А как? А потому что шло избиение. И женщина будет сидеть, терпеть это избиение. Я от него Хорошо, хотела еще давайте так, уходить давайте так. года 4 тому Давайте То есть назад. он так. вас бил. Да, он И меня в вы последнее решили время уйти? бил. Давайте так. Сколько раз после того, как он вас бил, вы снимали побои, вызывали полицию и писали заявление? Это было, даже скажу по числам, 11 июня 23-го, 16 июня 23-го я снимала побои. И? Это все есть. И? Ну, дело, ему какой-то срок, штраф, что? Заводили дела какие-то? Ничего, потому что Алена добрая женщина. Я никуда не пошла. Просто сняла на всякий случай, если вот как бывает, что продолжается. Он испугался только этого, что я уже сделала тот шаг, что я пошла в полицию. Когда я пошла снимать побои второй раз, когда он мне дал ремнем, что у меня нога вот столько была в синяке, и вот так рука была в синяке. Я утром встаю в 8 утра, а он спрашивает, ты где, куда ты ушла? Я говорю, я побои снимаю. Понятно. То есть вы начали пить из-за того, что муж вас бил? Я не начала пить. Ну, как не начали пить? Мы же видели, какая вы бываете, подпитенькая такая, хорошенькая. Так он мне провоцирует. Он специально это делает. Ален. Провоцирует. Почему я его не снимала на камеру, Ален. когда он пьет? Он пьет Да. уже 20 лет. Вот, Ален, давайте так. Вот 20 вы лет. же с самого начала жили хорошо? Ну, вначале он ухаживал, да, мы поженились, все было хорошо. Но, как сказать, были такие моменты, когда он уже тогда выкидывал вещи в окно. Подождите, то есть у вас проблемы были с самого начала? самого Вы всего начала, лишь были... Но тем не менее, 3 детей-то родили? Так, смотрите, да, Ну. этот вопрос все мне задают. Почему ты родила 3-го ребенка, если вы так плохо жили? Мгм. Потому что я любящая мать и люблю детей. Мгм. И я отходчивый человек. Слушайте, любящая мать, а почему же вы Вы ушли? отходчивый человек, Почему вы- вы ушли к любовнику, не забрав 8-летнего сына, если вы любящая мать? Потому что он мне его не дал. Как это он мог не дать вам его? Я первые 2 недели даже боялась в квартиру зайти после того, как я ушла. Давайте так, все-таки я пытаюсь понять. Вы мужу изменяли? Нет. А любовник-то у вас когда появился? У меня не любовник, у меня был человек, который слушал, как он меня избивал. Да? То есть у вас с ним ничего интимного не было? Не Он было. был как друг у вас, Как да? друг. Он психологически мне помогал. А насколько где вы вы его- могли уйти к этому другу? На день, на 2, на 3 после Но ссоры? вы же ночевали у него, сын же это подтвердил. Мы бежали от Димы. Он в эту ночь не сказал, он в процессе разговора, опять же, вот этой ссоры, да? Он сказал сыну, ты мне больше не сын. Егор подошел меня защитить. Ну, у нас опять скандал случился. И уже вообще просто в последнее время я жила только из-за детей, и то собиралась уже уходить. Это невозможно. Я не ушла, потому что мы покупали квартиру в Некрасовке. Так. И туда все деньги внесла лично я. Там Ага. он ни рубля не дал. Эта квартира нам давалась по очереди, но нужно было доплатить 2,5 нужно миллиона. было, слышите, доплатить. Доплатить. Тогда платила Она я. всем рассказывает, что она ее купила полностью. Так, Тогда вам платите- давали эту квартиру за счет чего? Но мы на очередь 20 лет стояли как Мы на за- улучшение жилищных На условий. улучшение. Да. Я миллион собирала несколько лет. Миллион я взяла в кредите, за который я 600 тысяч еще процент буду отдавать. И 600 тысяч материнский капитал Сашин. И там, заметьте, доля у сестры его, да, и там племянник еще. Я купила 2 доли еще, для меня чужим людям, можно сказать. А сейчас-то с этой квартирой что? Он ее сдает и содержит детей на этой квартире. Я туда ни рубля не вижу, а кредит закрываю сама. Я в месяц плачу 25 тысяч. На То 5 есть лет взяла кредит кредит. На мне. продолжаете выплачивать вы? Я одна. Говори. Это Пусть правда? говорит. Я когда ей предлагал, что давайте буду помогать выплачивать кредит, когда срок начался, она мне сказала, мне от тебя ничего не надо. Я взяла этот кредит, это мой кредит, это я детям, чтобы у них что-то было, чтобы они могли разъехаться там с сестрой. То есть она была категорически против. Я теперь понимаю, потому что... да, чтобы через суд и скрывала она этого любовника, боялась, что я тогда на развод подам, и это будет не совместно нажитое. Вот вы любящая мать, как вы сказали. После того, как вы расстались и вы ушли к этому сожителю вашему, у вас какие отношения с детьми-то? Со всеми? Со всеми. Маша не хочет слушать ничего. И Егор всегда был со мной, в смысле, что мы общаемся. Я даже по утрам ребенку звоню, ты там колледж, смотри, не проспи. Егор, вставай и идем в школу, да? А с Машей почему Маша, так плохо? потому что Маша сама не идет на контакт. Вот сейчас был ноябрь месяц, день рождения у Маши, да? Я, чтобы идти на контакт вот это, да, чтобы начать контакт с ней, звоню ей, Маша, что тебе купить на день рождения? Она говорит, мне ничего не нужно, мне нужна мама, да? Я просто перевела ей 5 тысяч, думаю, ну, купишь сама себе что-то, там, сможешь, захочешь. Ну, Так, слушайте, а когда у вас отношения с Машей-то испортились? Ну, когда я ушла.
А, она на вас обиделась, что ли? Она обиделась, да, мама меня бросила. Говорю, у тебя есть муж? Никто тебя не бросил. А младший? Ну, Дима настроил так, что я не знаю, что Саша хочет. А Но вы он хочет, хотите чтобы мама была с Сашу ним. забрать к себе? Да, Так а у вас этот любовник-то, отношения с ним начались уже после того, как вы ушли? да. То есть сначала был друг, а в итоге Да. вы вот с ним и живете, да? Он меня просто жалел как человека. Говорит, как ты такая хорошая мама, 3 детей, и он не понял, что такое надо тебя держать в семье, а не бить. А у вашего хорошего человека-то до этого семья была? Была семья. А дети есть? Есть. Какого возраста? 32 года. Один Один ребенок, да? Один ребенок, а жена ушла из жизни 4 А. года назад. Понятно, да. Так я все-таки хочу к вашим детям вернуться. Вы сказали, что с Машей сейчас отношения скверные у вас, вернее, их нет. Но она не идет на контакт. Я Ну вот пыталась. а с нами пошла на контакт. Давайте Машу позовем. Здрасте, Маша. Ты провокатор во всем. Ты пыталась драться с отцом, ты пыталась драться со мной. Неоднократно мы пихались в коридорах, то есть у нас там вот узкий коридор, если вы видели. Мария, вы садитесь, нам расскажите, пожалуйста, вообще, что происходит-то? Раньше же все хорошо было. Когда все Можно испортилось? я сначала, да, тогда Да. начну? Наверное, с рождения Шурика. Как бы, да, до этого все хорошо, мы жили. Младшего вашего, да? Мгм. Ну, мы его дом Шуриком называем. Он родился, все было хорошо. Я настояла вообще на том, чтобы родился Шурик, потому что я видела, что мама тоскует по маленьким детям на детских площадках, она заглядывалась. Я говорю, давай, роди 3-го, ты сможешь. Что? И, ну, а мама взяла с меня тогда обещание, что я буду помогать ей во всем, то есть с Шуриком, да, там, с бытовыми делами. Если она, ну, родит ребенка, то я помогаю. Я дала свое честное слово, что я помогу, и я его сдержала. То есть я очень много проводила времени с Сашей, до 3 лет вообще постоянно. То есть я с ним и гуляла, я кормила и спать укладывала. То есть мама занималась какими-то бытовыми делами. То есть у нас был бы как бы вот коннект хороший в этом всем. Когда Шурику исполнилось где-то 2-3 года, потихоньку мама начала выпивать 1-2 банки после работы вечером, снять стресс. А какой стресс-то? В семье все хорошо. Ну, она вышла на работу, да, из декрета, и на работе у нее был стресс. Потом она начала выпивать и на выходные, то есть и вот так потихоньку, в А общем. когда она стала уходить из дома-то? Для меня вот самый такой пик был как раз-таки вот март-апрель, потому что как Какого раз-таки... года? 24-го. Как раз-таки мы тогда собирались с мужем съезжаться, ну, с будущим мужем на тот момент, собирались съезжаться тоже в съемную квартиру, и как раз мы только переехали, и вот случился уже окончательный разлад того, что мама сказала, все, я ухожу, всем до свидания, я иду настраивать свою личную жизнь, я вас вырастила, все, дальше давайте сами. Вы уже взрослые, то есть Шурик ее не волновал особо. Она долгое время не появлялась, то есть изредка она могла там прийти или позвонить, там спросить, как у Саши дела, но она не интересовалась дальнейшей его учебой, как, во что он одевается, что он кушает. То есть, Что? ну, Вот здесь не ей ври. уже было неинтересно. Вы сказали, что она провокатор. На Да. что она провоцировала и кого? Мне кажется, конечно, все-таки это отразилось именно алкоголь. Она приходила, выпивала или приходила уже выпившая. То есть пока она шла с работы, она могла уже немного выпить, прийти дома еще выпить, и ей нужен был, ну, вот скандал, на почве которого она уходила из дома. То есть тогда мы еще не знали, что есть какой-то мужчина, и она под вечер уходила из дома. То есть мне надо уйти, вы меня все обидели, вплоть Ну до вот того, папа что... сказал то же самое, что она специально Да, провоцировала то эти есть она скандалы. пыталась и со мной там как-то подраться. Ну, прям драк у нас не было. А что за история была, когда вы позвонили в полицию? Потому что мать нетрезвая напала на отца. Да, история была такая, что я осталась... ну, я на тот момент вот работала в кафе. И я осталась дома, у меня был выходной, и я уснула вечером. И проснулась от того, что, ну, очередные крики, там какой-то скандал намечается. Вот. Я вышла из комнаты и поняла, что скандал уже такой, ну, прям серьезный. То есть мама прям пытается, как сказать, выбить из отца побои. То есть она стоит и пинает его, ну, ногами по ногам, вот эти вот цепляния руками, когтями. Я решила вызвать полицию. Вот. Приехала полиция, посмотрели на это все, сказали, ну, мы тут что, это бытовуха. Не нравится вам так Маша, жить? почему ты разводитесь. врешь? Вот сейчас вот мамина реакция почему такая? Потому что это неправда. Я расскажу сейчас, как было на самом деле. Потому что она считает, что ее избивали. Но, по сути, я не знаю, как вот вам сказать, ну, с человеческой точки зрения, наверное, и с детской, то есть она же все-таки моя мама, какая бы она ни была, как бы она со мной там не общалась, или я с ней, я же все равно ее люблю, все равно она моя мама. И, конечно, если бы ее действительно избивал отец,
Я бы Вот здесь встала я- на ее сторону. Нет, здесь вранье. Или я встаю, ухожу, или она сейчас говорит правду про тот день. Вы Нет. знаете, вы давайте, вы кому сейчас грозите, что вы встанете и уйдете? А какая правда? Вот, Вот ваша кому вы какая? сейчас Можно я скажу грозите? правду за этот день? Ну, у вас Конечно. своя Говори, какая правда, у тебя говорите. правда. Не Конечно. своя правда, а потому что мне бы больно было. Меня били, а не ее. Было так. Он закрывает комнату изнутри. Там 2 метра кровати. Я убегаю к стене. Ему далеко идти за мной. Тогда он был 130 килограмм, чтобы вы понимали. Сейчас он еще похудел. Берет мой мизинец, говорит, ах, у тебя когти. Берет, проворачивает мне палец. У меня есть по побоям, что тут у меня трещина. И вот, ну, было больно. Слушайте, а можете назвать причину, по которой ваш муж, тогда еще муж, на вас кричал, и с чего вдруг он завелся? Спросите у него, из чего он завелся. Ну, не я же его била, а он меня. Представьте себе на секундочку ситуацию, когда вашей дочери звонит подруга и говорит, а что твоя мама с каким-то мужиком под ручку гуляет? Было же такое, правда? Да, была такая ситуация. Я шла в магазин и увидела как раз маму Маши с молодым человеком, ну не с молодым, с мужчиной. Ну, они, может, просто шли. Они шли под ручку, и как бы резко потом руку мама убрала Маша. А, Ну, мы общались. Ну, естественно, как подруга, я позвонила Маше. Я говорю, Маша, такая-то ситуация. Примерно после разговора с Машей, через 5 минут мне позвонила ее мама и сказала, чтобы я ничего Потому никому что не у меня говорила. муж очень ревнивый. даже если у вас был любовник, это не повод вам выкручивать пальцы, бить вас. И тут я с вами полностью согласна, честно. Это не повод. Сел на меня Распускать сверху, руки, как это бил не по повод. ушам, что у меня Хоть у синяки вас были 20 сзади. любовников было, нельзя бить женщину и мужчину Ну, нельзя. никогда, ни при каких обстоятельствах. Да, Точка. нельзя. Что дальше было? Вот он вам... Все-таки я вашу версию не услышала. Он вам выкручивал, там еще Он что-то. сел на меня сверху и как бил вот так ладонями по ушам, что у меня за ушами остались синяки и гематомы прямо. Потом бьет в бок. Вот открылась дверь, как вы говорите, только тогда, когда постучала в дверь полиция. Раньше она не открылась, ни на секунды. Все конфликты начинались с того, что она была Она уже не в была адеквате. пьяной, и она Всё, убегала то опять есть к уже любовнику, начиналось а с я ему этого. А папа твой был в И адеквате она всегда, искала да? причину вот для того, чтобы с нами Сбежать. зацепиться, чтобы Почему я сбежать. искала То есть причину, а не сначала он? виноват был отец. С отцом она уже причины иссякли. Все. Он ревновал ей меня и всю фингал до жизнь, сих пор с не этого и поставил начнем. под глазом, чтобы было прям вот запечатлить это и можно было уйти спокойно. Она начала ко мне цепляться. Со мной у нее началась вражда. Она мне тоже сказала, что я тебе не дочь. Все. Забудь про меня. Ее не было на моей свадьбе. Она не знает, за кого я вышла замуж. Ты маму пригласила на свадьбу? Если бы ты на нее пришла, я бы А, пригласила. Но это я как, знала, я что должна ты не прийти придешь. до Потому что ты приглашения, это сказала, как? что тебе неинтересно. Хорошо, можно я расскажу чуть-чуть, как мы жили изначально? Дети у меня рождаются, да, школа, садик, детские праздники, собрания, ну, понятно, учеба. Я Машку тянула до 5 класса, сидя каждый вечер с уроками. Можно да? я скажу? Я не Нет. спорю. Она была действительно хорошей мамой Да для неужели нас. хоть здесь? Я не сказала, Ну, что была плохой мамой. Ну, выходит, Я этого так не получается. говорила. Ну, то есть конфликт Всё было начался хорошо. только тогда, когда у конце мамы щас. появился мужчина. Нет, Неважно. когда началось избиение. Давайте, ну, в каком контексте он появился? Он был действительно просто другом или любовником, Слушай, неважно. что ты несешь чушь? Каким он Что? другом был? Ну перестань. Ну, какая разница, кем он был? Сам какая факт того, разница, что кем просто- он Ты был? еще в дуду ее играешь, Проблемы понимаешь? начались. Ой, он меня так утешал, так Пробле- утешал. Ну не Я так, как так вы и подумали. знал. А я должна Утешитель. ждать избиения? Я не понимаю, это как? Меня должны бить, я должна жить дальше с ним? Нет, вы должны Вы так встать считаете? и уйти в ночь, а не к мужику. И забрать при этом ребенка 8-летнего. У школы пришел бы папа и отобрал, и он так бы сделал каждый день. А вот надо было мне так и делать. Я хотела все спокойно. Так и было понятно? все спокойно. Ты встречалась с ребенком, тебе никто не препятствовал. Давайте так, мы побывали у вас в гостях тоже, Ален, посмотрели, как вам сейчас живется и куда вы хотите забрать ребенка младшего. Прошу. Спасибо. На здоровье. Он подошел и вот так делал. Ой, какие кучеряшки. Ну, лицо красивое, прическа красивая. Ну, не смог не подойти и проигнорировать. Хотелось познакомиться. А сейчас мы вообще неразлучны. Наконец-то я себя почувствовала женщиной, потому что за мной ухаживает такой классный мужчина. Я хорошо к ней отношусь и покупаю ей подарки. И браслетик вот купил, колечко, шубку. Мне для Лены ничего не жалко. Я
Я уже здесь год проживаю. Все хорошо, все уютно, мне все нравится. Посмотрите, сколько у Николая цветов. Он очень любит ухаживать за цветами. В этой обстановке я себя почувствовала совсем по-другому, потому что здесь не обижают, не оскорбляют. Это вот большая комната, 20 метров, зал, где мы с Аленой проводим время, отдыхаем. Эти игрушки от моей дочери. Если Саше что-то понравится, пусть выбирает любые игрушки, пусть играет. И с комнатой определиться. Если захочет спать в этой комнате, мы можем перейти в ту маленькую комнату. Нам как бы этого будет достаточно. Стол письменный для занятий. И у нее есть. Компьютерный стол. Если захочет, пожалуйста, он любит играть. Вот эти тетрадки мы купили ему тоже уже заранее, чтобы он приходил и у нас тут занимался и проживал с нами. Я в любом случае не против. Мальчик не будет обижен. Я хочу, чтобы Алена была счастлива и проживала со своим маленьким ребенком. А я все сделал для того, чтобы комфортная жизнь была и у Алены, и у Саши. А пусть тогда дочь рассказывает, раз они вытащили настолько много. Я вообще хотела культурно все, чтобы было Да мы тихо, тоже мирно. хотели культурно, и было Хорошо, всё а на культурно. суицид Да тебя ведь кто довел в тот день? Вы оба. Я... В смысле? Прямом. Папа с тобой разговаривал, и он тебя до этого довел. Я вызвала скорую. Ты пришла Но в я 3 не часа сомневалась, ночи. что ты про это скажешь. А Мне потому, было- потому что не надо было говорить вот это все, что вы сейчас сказали. А что было-то, Ален? Она пришла домой выпившая, он ей делает мораль. Я говорю, не говори с ребенком сегодня, завтра. Она пошла, наглоталась таблеток, закрылась в ванной. Я говорю, Дима, ванна не открывается уже 2 часа. Причем переживала я, не он. Ничего, говорю, вода там даже не шумит, открой эту дверь. Он открыл эту дверь, ребенок лежит на полу. Вот давай скорую вызовем. Он понимает, что это суицид. Нет, пусть идет и понимает, что она натворила, пусть идет спать. Ты сейчас выставляешь отца только монстром, но... По-моему, это вы делаете, выставляете но меня в этой монстром. ситуации... Ну, нет, ты сейчас начала про это Нет. говорить. Давай про эту ситуацию поговорим. Смотри. Да, я наглоталась таблеток, мне стало плохо, открыли ванную. Что, ты вызвала скорую, может быть? Да. Да? Да. А может быть, я сама вызвала себе скорую в 6 утра, потому что я тебя разбудила и сказала, мам, мне плохо, вызови мне скорую. Ты что сказала? Иди спать, ляжь, легче Это станет. папа тебе сказал, не я. Папа спал. Ты сказала. Где он спал? Я тебя разбудила в 6 утра. Тебе подошла за ногу, тебя взяла, говорю, мам, Ну, ему проснись, выз- мне плохо. И мы вызвали скорую. Кто Подтверждаю ты? Машины Кто вы? слова. Я вызвала себе скорую, я разговаривала с врачами. Мария, вы знаете, это человек, который вас родил. И сколько бы она ни сделала вам, как бы она к вам, как бы вас она не доставала, да, своими нотациями, нравоучениями, но я вижу также, что вы очень агрессивны по отношению к маме. Потому что я очень обижена. И у вас во всех ваших поступках сквозит, и это видят все, агрессия, ревность, обида и желание мести на маму. Вы недолюбленный, травмированный ребенок, девочка, который в самый ответственный период подросткового взросления, полового созревания и выхода замуж нужна была как никогда материнская поддержка, Да. вы ее не получили. Это видно, милая, это видно. Но также я вижу, Алена, простите, что вы сейчас настолько в обороне, настолько с шипами, с колючками обороняетесь и пытаетесь себя оправдать и выгородить, что вы проявляетесь как очень несдержанная, неуравновешенная, истеричная женщина. Ален, вот давайте так. Вот давайте представим, что все это бред, ничего этого не было, все по вашему сценарию было. Но неужели вам не интересно, почему вы, любящая мать, сейчас от своей дочери получаете такой заряд негатива? Неужели в этом нет вашей вины никакой? Вина есть, а вины отца тоже есть. Почему я одна виновата, я не пойму. Почему ты не Виноваты можешь оба. просто Спросите признать? его, почему он почти всю жизнь не работал, все держалось на мне. Спросите у него. Спросим. Почему вы всю жизнь не работали? Потому что это ложь, на самом деле. Я работал просто неофициально 20 лет почти на одном месте. А кем вы работали? Ну, сварщик полиэтиленовых труб. Он уезжал в командировки на месяц, на 2, то есть он мог заработать Но за это не эту все 20 лет. командировку. Это по полгода все в каждом зарплату году. всегда отдавал ей, то Хорошо, есть у меня но он денег зарабатывал никогда столько, сколько ты зарабатывала за год. То есть вот он съездил на Что? месяц, он заработал, и этого хватало на эти полгода. А вы скажите, кем работаете? Я главный специалист-эксперт. По какой части? Очень ироничный. Фонд поддержки детей. И вы хотите сказать, что у вас огромная зарплата в фонде? Нет. Но около 80 тысяч у меня есть. До этого я работала в пенсионном фонде. А в пенсионном фонде была огромная зарплата? Нет. 45-50.
Но у меня, смотрите, у меня был доход каждый Суть месяц. в том, что у нее был стабильный доход, Да, а у него нет. у отца нет. И Её месяца, очень которые раздражает он то, не что она- работал, приходилось мне содержать семью. Мы уже услышали, что Дмитрий не знаком с Николаем лично. Мы сейчас позовем Николая сюда и спросим, какие все-таки отношения у него были в тот момент, когда Алена находилась в браке с Дмитрием. Добрый день. Дмитрий, мы разговариваем с вами. Я вам предлагал решить все мирно и по-хорошему. Как-то. Чтобы вы давали Сашу на Так всё какое-то было мирно время и решено. общение. Вы пошли против. Против. Вы Она только общается по-хамски с ним. разговариваете, записи разговора у меня есть. Да У нас я тоже. понимаю, Если это сейчас включил в студии, да я не вы скрывал будете ничего. по-другому со мной разговаривать. Это Почему? первое. Так. Во-вторых, Дайте ему сказать. мы подали иски в суд только ввиду того, что вы полностью закрылись от нас. Вы поменяли замки в квартирах. Не Вы поменял. ограничили общение не Сменил. только визуально с детьми, но вы разблокировали все телефоны. Заблокировали все 3. сейчас, потому что вы уже подали иск в суд о том, что ей препятствуют как они общению с подавать, детьми. если вы- Поэтому теперь заблокировали, чтобы ваш иск тогда был честным. Вот Маму своё выставили оправдание плохим ложь, человеком, когда который создала родила она. Я троих еще раз детей. сказала, она не была плохой матерью. А когда же она и стала тогда, по-вашему? Когда пить начала и ушла к Когда вам. ее начали бить, Да, Не да, бил ее выгонять никто. из дома, Никто ее не выбрасывать выгонял, она вещи сама в окно. убегала. Ты Ее сам пытались видел? удержать С балкона. дома. С А как балкона можно она удержать? телефон скинула 2 года назад. у вас когда был молодой человек до переписывалась. замужества, он вас один раз толкнул, вы его выгнали сразу. Да, Забыли а об этом? мама моя стояла и смотрела на это. А вы не и ничего смотрели, не когда сделала папа ее тогда. бил? И таскал за Он руки по не бил квартире. ее. Вы не смотрели? Слушай, На он лицо ее не сидит. бил. Чего вы себя А, тут строите, забыла, хорошо? А вы что себя строите? Юридически Такие все подкованы, все хорошие. можно? Люди все видят и знают. Люди все Вот видят и действительно, знают, люди да. все видят, поэтому она и Да. скрывала, и тебя скрывала, и точно. от всех прав. А не За надо волосы меня он скрывать. таскал. Да. Ой, прости. Меня скрывать не надо. Когда они еще Все только скрывали, общались, она да. скинула телефон с балкона. А вы вот, Николай, встречались с Аленой просто так? Да, мы ходили, познакомились с ней, ходили в кино, в кинотеатры ходили в кафе, да, было. Так. Ну, и даже не целовались? Нет, конечно, а что было такого плохого? Я, может, и поцеловал когда-то, чисто по-дружески. То есть у вас были дружеские отношения, пока она не развелась? Да, А влюбились вы в нее сразу? сразу. Ален, я вам сейчас Да. скажу одну вещь. Вот у моей дочери очень непростой характер. Очень. Ей не нравится все, что я делаю, вплоть до одежды, вообще, как я говорю, как я сижу, как я разговариваю, как я ем, как я чай пью. Все я делаю не так, как ей нравится. У меня непростые с ней отношения. Но если бы на мою дочь кто-то из моих знакомых, приятелей, мужиков повысил голос так, как сейчас это сделал Николай, я бы убила в первую секунду. Николай, вы предложение это сделали? Мы пока подходим друг к другу. Не понимаю. Вы уже хотите, чтобы ребенок к вам переехал? Так иди, бери ее за руку, веди в ЗАГС. Оформляйте свои отношения официально. Она будет жить у мужа. Тогда у нее будет шанс, может быть, если ребенка спросит. И он скажет да, забрать ребенка. А так никакого. Вот мы поэтому и подали в суд. Да не иск надо было в суд, а заявление в ЗАГС. Подадим. Вы хотите, чтобы младший ребенок жил с вами и Да. хотите общаться со старшим сыном, с Егором. Да. Мы поинтересовались у детей, чего они хотят на самом деле. Со временем мама начала отстраняться из семьи максимально, как-то уходить. Тогда у нее появились подозрения. Скорее всего, кто-то у нее появился на стороне. Отец уже настолько разозлился, что на эмоциях достал вот сварочный аппарат, говорит, я дверь нахрен заварю, и пока мы с тобой не выясним, что вообще происходит, ты отсюда не выйдешь. Начал их разнимать, и доходит до того, что он мне говорит, ну, раз ты мать поддерживаешь, ты мне больше не сын. А мама повезла на меня тогда к своему любовнику на квартиру. По итогу мать взяла с меня обед. Не говори папе. Мне было тяжело разорваться и даже нейтралитет держать. Он уже прям подходит к этому выводу, ну, скорее всего, кто-то у нее есть. Я, соответственно, говорю, да, есть. Каждый раз после этого, слово за слово, и начинает. Зачем ты ему сказал? Вот зачем? Она продолжает делать мозги каждый вечер на тему того, ты, конечно, держи нейтралитет, и буквально через секунду я слушаю максимально противоречащее предложение. Ты почему меня не поддерживаешь? Ты меня поддерживай. Я ее люблю, и отца тоже люблю. Но мне очень нравится, что она делает. Все вот эти выносы мозга, вот это я конкретно не одобряю. Я уже привык без мамы жить.
Когда она ушла, она приходила со мной гулять. Она вот на улице, постоянно со мной начала на какую-то тему непонятно разговаривать, то, что тот мужчина хороший. И говорит, чтоб я этого папе ничего не говорила об этом. Она меня пыталась туда, затащить, то, что у нее там что-то есть, вот это вот все. Но я на это не велся. Я туда не хочу. Потому что вот этот мужик, я его не знаю. Я же не знаю, как он будет ко мне относиться. Может, он там вообще будет меня бить или что-то еще. Я бы не хотел, чтобы Саша жил с матерью, потому что я не знаю, какой любовник человек. Вот и плюсом, она же все-таки отстранилась от нас. И как у нее потом будет отношение, я тоже не представляю. С папой нормально и даже лучше становится. Папа полноценно выполняет роль отца. И больше всего обидно, то, что она просто ушла из-за какого-то мужика и бросила нас. Просто ушла. И с нами не живет. Вернись домой. Но я же хочу жить мирно, а не чтобы там жила. Я пообщалась с Сашей. Абсолютно замечательный ребенок, 8 лет, он на свой возраст развит, достаточно контактный, но ему настолько больно и обидно, он считает, что мама его бросила. Ваш сын сидит и ревет, и он говорит: мама меня бросила, я хочу, чтобы мои родители хоть как-то помирились, чтобы они могли общаться. Я слышал, как они кричат, и меня старший брат звал в свою комнату, чтобы не слышно было эти оры. Для чего это детям? Больше всего страдает не вы, пострадавшая сторона, не ваш муж, а ваши 3 детей. Все 3 детей жутко травмированы, жутко обижены на вас, Ален. Ален, вам замаливать, не замолить. Вам прощаться, просить прощения, не перепросить. Пожалуйста, найдите, Ален, найдите в себе мужество, мудрость. Настроить контакт с детьми, наладить. Если надо, попросить прощения. Вы все травмированные, начиная от супруга вашего Дмитрия, заканчивая маленьким Сашей. Каждый из вас должен внести лепту в мир в семье. До сих пор у вашего мужа, у ваших детей разрушенная психика благодаря вашему влиянию. Они себя в кучу собрать не могут именно по этой причине. И поэтому сейчас в ваши руки вверять ребенка я бы не стал. По поводу того, что, Дмитрий, вы не даете и препятствуете общению с детьми, так делать на самом деле нельзя. Потому что у нас в стране супруги равны в правах. То, что вы подали, Алена, иск в суд об определении порядка общения с ребенком, вам, естественно, суд установит, но с учетом интересов детей. Ален, женщина в новых счастливых отношениях никогда не будет вспоминать всю грязь из предыдущих. Никогда. Поэтому оставьте ребенка в покое, разберитесь с собой. А вы, все, что вас должно интересовать, это то, какая она мать и как сделать так, чтобы ваши дети не лишились матери. Вот и все. Вы разберитесь с этим, походите к психологу, помогает. Нет, зачем? Но вам, может быть, это не нужно, но это нужно вашим детям. И вашей старшей дочке тоже. Ребенок сам не может сесть в коляску. И мне нужна помощь отца ребенка. Когда вы оставили ребенка с отцом на улице, что произошло в этот момент? от нее в тот день. Вы швыряете коляску и убегаете Я на не все швыряю, 4 мы стороны. долго еще общались. Подтолкнула коляску к отцу рукой резко. Она толкает коляску и... разворачивается и убегает, при этом оборачивается. Корми ее сам. Там не корми ее сам был. Она видит, что мы проходим коляску. Оставили ребенка на улице и ушли. Все верно. Но ребенок оставлен возле магазина. На него сразу обратили внимание. Девочка не до конца дееспособна. Она в опасности, где бы вы ее ни оставили. Действительно, оставление ребенка в опасности. Сколько собак, сколько всяких неадекватных людей. Основной причиной такого поступка для нашей героини сейчас является нынешняя жена бывшего мужа. Да мне вообще плевать на эту Да, конечно. абьюзершу. Давайте мы сильнейший раздражитель в нашу программу внесем сейчас и позовем Кристину к нам.